Рада приветствовать вас на канале Совет Гадалки. С вами Мария Фортуната и расклад на такую тему. Его чувство к вам сейчас. Думает ли он о вас и стоит ли ждать его обратно. Также посмотрим, есть ли у него другая. Колоду «Темный особняк» мы будем сейчас делить на 4 вопроса. И из каждой стопочки мы вытянем карты, посмотрим полную картину вашего расклада. Итак, давайте смотреть, что ждать, ожидать. Итак, ваши чувства к нему сейчас. Думает ли он о вас? Стоит ли ждать его обратно? И есть ли у него другая? На каждую сейчас мы кладем кристалл и будем с вами смотреть. По зарядам это аметист, розовый кварц для любви, сердолик для постоянства и успеха, и лунный камень для того, чтобы посмотреть, есть ли другой человек в его поле. Да? Лунный камень обязательно это покажет. Я вот таким образом положу карты вам, чтобы вам было видно. Ну а мы переходим с вами к камушку кристаллу аметист. И спросим. Аметист постарался успокоить его внутренний диалог на расстоянии. И мы смотрим. Карта выпала сама собой. Это рыцарь пентаклей. Также колесница, туз жезлов, семерка кубков и аркан император. Мужчина не определился в своем отношении к вам. Чувства у него достаточно смешанные, какие-то, знаете, стремительные, поверхностные. Иногда он останавливается и чувствует к вам любовь. Иногда он понимает, что вы очень выгодный вариант для него. Иногда неудержимая страсть, а иногда он думает, зачем вообще я с этой женщиной? Зачем я что-то из себя пытаюсь вытягивать? Вообще, мне и одному-то, в принципе, по императору неплохо. Я занимаю свою определенную позицию. Захотел я у нее появился. Захотел я, дал ей о себе знать. Проявился как настоящий джентльмен, рыцарь. Здесь достаточно эгоистичная позиция у человека, потому что по колеснице он, с одной стороны, хочет с вами общения тесного и постоянства в отношениях, а получается какими-то набегами, наскоками. Опять-таки в порыве страсти. Сегодня он вас хочет, позвонил, написал, приехал, да, например. Если вы на расстоянии, то он дал о себе знать, увиделись по скайпу. А через неделю, допустим, вот этой вот идиллии, да, какой-то простой, задумался он так, думает, а что это я, у меня же другие дела есть, а зачем я вот сейчас всю свою энергию этой женщине отдаю, дай-ка я пока остановлюсь, сделаю шаг назад, посмотрю, что она будет делать. Смотрит, вы ничего не делаете. Да, надо опять о себе напомнить. Издал указ император, дай-ка я напишу ей, что я сегодня приеду, сегодня позвоню, сегодня мы будем с тобой общаться. Опять-таки, какими-то наскоками, набегами. Поэтому здесь конкретных чувств от него я здесь не вижу. Здесь какая-то необузданность эмоций. Очень эмоциональный человек, очень конструктивный. Здесь необузданность эмоций. Он не уверен в том, что он вас любит. Он как-то, вот я говорю, порывом чувств поддается. Но это всего лишь порывы, а не постоянство. Думает ли он о вас? Восьмерка жезлов, король кубков, десятка кубков. Вот интересный, да, человек, смотрите. Главное, в чувствах он мне не отвечает, да, а вот в мыслях он здесь говорит о том, что я частенько думаю о том, как с ней связать судьбу, что она очень такой вариант приличный для меня, она мне подходит. И если я здесь к ней как-то проявляться не буду, она может найти и другого человека. Даже он может, знаете, в открытую вам говорить, что тебе подойдет совсем другой мужчина, вот просто. Это ради того, чтобы вас проверить. Вот он может даже и так делать, да, здесь
такой драконий у него характер, да, как собака на сене. Интересно, да, у меня сравнение драконий характер, собаки на сене. Ну, надеюсь, вы меня поймете, да, драконий характер — это мужчины, драконы, по году драконы, они очень ревнивые такие, своего не отдают, как над златом чахнут, да, но при этом очень бывают жесткие и могут высказывать очень грубо, даже не то, что думают, а просто вот ранить кнутом и пряником для того, чтобы потом погладить по голове, да. Здесь он думает о вас, да. Он думает о вас, он думает о вас как о самой замечательной женщине, которую не должен пропустить ни один мужчина. Часто мысли о вас гоняет в голове. Часто, частенечко. Хотя не показывает. Чувства не показывает, мысли не показывает, но частенько думает о вас. Давайте смотреть дальше. Вот такой вот парадокс. Мужчины иногда такие бывают, да? Так, карта выпала сама собой. Смотрим, что же это у нас тут. Тут у нас туз пентаклей. Ух ты. Стоит ли ждать обратно? Да, стоит ждать. Набегами, порывами он вам проявится, конечно. Хотя сейчас, знаете, такая вещь, что он может с вами вообще прервать общение на какой-то момент. Стоит ли его ждать? Да, стоит. По башне, даже если на какой-то момент вы перестанете коммуникировать, помните о своей колеснице, о его порывистости, и помните о том, что по 9 кубков он привык к такой сытой жизни, а когда привыкаешь каждый день есть хлебушек с маслицем, да еще с икрой, а потом эту икру куда-то дели, да, то да, тогда хочется снова возобновить, да, ну, время у вас будет поскучать по этому человеку, да, немножечко поразмыслить, немножко такой перерывчик будет, но ждать надо. Надо ждать, потому что здесь туз пентаклей выпадает. Здесь отношения, которые можно развивать, просто зная, каков партнер. Да? Ну и давайте посмотрим, есть ли у него другая. Верховная жрица. Любовница, он кричит. Даже если есть, ты об этом не узнаешь. Потому что я не позволяю себе планировать долгосрочных отношений с теми женщинами, которые соглашаются на треугольник. Вот так он говорит. Смотрите, какой человечище, да? Ему нужна проверенная женщина по 6 меча. Ему нужна та, которая скажет: здесь забедной встречи, а не офонарелка ты, мой дорогой, да? А кто же будет с тобой там в треугольнике? Я королева жезлов, я не собираюсь этого делать. Я лучше себе другого найду. То есть здесь, если даже он и имеет другую женщину, это не постоянные связи, это может быть флирт, это может быть состояние, знаете, просто поговорить о своих страхах. Он очень боится ситуации треугольника. Для него это деструкция, разрушающая энергия. Нет, 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 нет. Верховная жрица для него нет, неприемлемо. Даже если есть женщина, которая пытается его привязать к себе, это бесполезно. Просто бесполезно. Вы здесь идете для него, но вам дается по судьбе сначала разрушение того фундамента, который вы построили, потому что он неправильный, набегами, наскоками. И будет у вас возможность потом впоследствии через вашу инициативу к нему проявляться так, что он будет чувствовать, что вы можете ускользнуть у него из его цепких лапок. И там уже будет просыпаться и ревность, и преданность вашей активности. Я же еще раз говорю, хлебушек с маслицем да с икрой очень быстро к этому привыкается. Вы проверенный партнер, поэтому он будет, скорее всего, пытаться с вами быть рядом. Но для этого нужно будет все разрушить, а потом снова собрать воедино. С вами была Мария Фортуната. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду вас рада видеть вновь. До новых встреч!